Добро пожаловать на Norwegian Star, на круизный лайнер, на котором мы отправляемся в удивительное путешествие в Антарктиду. По пути нас также ждут Фолклендские острова, Пуэрто-Мадрин в Аргентине, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Уругвай и конечная точка в Рио-де-Жанейро, Бразил. Мы заселились в нашу каюту, которая обошлась нам в $1000 за человека. Бронировали мы на официальном сайте ncl.com, ссылку вы сможете найти в описании. И это стандартная внутренняя каюта без окна на 1, 2 или 3 человек. Так как в Антарктике у нас будет всего лишь 2 дня, мы проснулись на рассвете в 6 утра и сразу пошли изведывать обстановку на лайнере, потому что пару часов, как мы прошли пролив Дрейка. Обычно здесь полно людей, но из-за того, что сейчас раннее утро, в этом ресторане, который работает 24/7, почти никого нет. Наш кофе-стоп. И пока за окном непроглядный туман, пойдем, я покажу вам лайнер изнутри и верхние открытые палубы. Туман сильный. Это вид с 12 этажа. Изнутри. Также сегодня у нас будет навигация, когда мы с 10 утра уже официально найдем на просторы Антарктики. Нам будут давать указания, где, с какой стороны корабля смотреть тех или иных животных из разряда китов, касаток или пингвинов. Сейчас можно увидеть, что все в тумане, но уже через него просвечиваются некоторые кусочки ледников. Абсолютно все уличные палубы закрыты, на 13 этаж подняться нельзя. Есть одно единственное открытое окошко. И пока палубы закрыты, мы пришли в буфет на завтрак, и там уже айсберг. И как ни странно, рано утром в буфете уже выстроилась большая очередь. На завтрак здесь дают все стандартно. Всевозможные булочки, фрукты, джемы, овсяная каша, тосты, гарниры, мясные продукты, и можно приготовить омлет на свой вкус. Ну и, конечно же, десерты, мороженое, начинки для вафлей, бесконечный ассортимент тортиков, чизкейков и кексиков. На этом всем очень легко поправиться. Вот завтрак получился в итоге. Куча голодных глаз. Наша настоящая локация на карте. То есть мы прям реально возле Антарктики. И за время завтрака, к сожалению, туман не рассеялся, поэтому мы идем изучать лайнер изнутри. На 6-й палубе сзади корабля находится Bliss Lounge, которая утром кажется вымершей, но ближе к обеду и вечером здесь начинаются игры, застолья и много людей. Следом на выходе нас встречает торговая зона, бижутерия, сувениры, многочисленные ювелирные изделия и фотозона, где можно приобрести фото-видео, снятые фотографами на корабле. Ну и, конечно, duty-free зона со снеками, сувенирами и алкоголем. Ну и, конечно, какой лайнер без казино. Игровая зона занимает свыше половины палубы, и даже с самого утра она уже забита людьми, играющими в автоматы. И все дороги, конечно, в лайнере ведут в центральный холл, где видно ресторан, буфет, бары, сцены с музыкантами и в самом низу сервисный деск. Теперь перейдем к платной спа-зоне. Сразу можно увидеть, что там предлагают услуги акупунктуры, спа, джакузи, бассейн, массажи и прочие услуги лица, волос и всего тела. Также на лайнере есть большая детская игровая зона с игровыми автоматами, симуляторами машинок, волейбола, детского футбола. Помимо этого, есть также услуги аниматоров и сиделок. Ну и, конечно же, шикарный спортзал, полностью оборудованный всем необходимым для качественных тренировок. Также всегда на месте есть отдельный зал для групповых тренировок. Уже почти 9 утра мы перешли в кафе с видом получше. Как красиво! С другой стороны от нас огромный айсберг.
Блин, это нереально. Мой дек открыли, чтобы можно было смотреть на дикую морскую природу вблизи. Как это называется? Мы шли все утро в тумане, и просто в одну секунду такой вид. Это мы только заходим в Paradise Bay. Сказали, что что-то будет? Там киты. Да. Сейчас мы идем на другую сторону корабля смотреть китов. Вау. Какая погода здесь быстро меняющаяся. Туман, солнце и гора. Сейчас идет буквально 4-й час, как мы в Антарктике, и можно увидеть, как значительно поменялся пейзаж. Это уникально. Наше путешествие очень сильно упрощает громкоговоритель, по которому оповещают о том, что мы и где можем видеть за бортом, а также прочую информацию про Антарктику. Мы сделали небольшой перерыв на отдых, буквально полчаса, и выйдя на улицу, мы уже находимся прямо напротив самого континента Антарктики. И также здесь можно увидеть, там, сзади меня, известную исследовательскую станцию Ground Station. Сейчас можно увидеть, как корабль разворачивают на 360. По ту сторону находится сам материк, и также можно увидеть исследовательскую станцию Ground Station. Он как божик. Никто не видит. Свидетельный. Так вот выглядим примерно все время мы на лайнере, особенно Хьюго, со своим бокальчиком. Но оказалось, наблюдение за китами, да еще и на холоде, очень выматывает, что мы отправились снова в наш любимый ресторанчик 24/7 на перекус. В основном здесь подают фастфуд, поэтому у нас сегодня супчик с нутом, классический салатик Цезарь, тако с гуакамоле. У нас сейчас небольшой активити. Мы идем в театр, где будет символическая лекция про Антарктику. Очень как раз актуально. Had the South American sea lion as well. Are their main predator. It's their only predator to these guys. Одну секунду вышли из театра, и тут сразу касатки.
открывают 8-й дек, то есть нос корабля, и можно будет посмотреть самые красивые виды. Поворачиваем. Не мы одни услышали объявление, что открыли нос. Thank you. И вот мы здесь. Вау. Ну что, Хьюгала? Кайфово? Очень много людей. Плюс навалил туман. Ну, что хотели. Ага, там, где люди стоят. Там только что были киты. И как уже меняется погода. Это мы 5 минут на носу корабля. Как ни странно, на носу корабля нам виды, конечно, понравились, но просто некомфортное количество людей и невозможность иметь хороший обзор. Поэтому мы возвращаемся на седьмой этаж. Буквально все это время мы наблюдали за ледниками и были в восторге. Сейчас делаем небольшой перерыв уже на покушать. Это вы меня сюда. Несмотря на то, что у нас небольшой корабль на 2500 человек, он сделан очень правильно и никто никому не мешает. То есть основная часть людей сейчас проводит время на палубах, и можно видеть, что очень комфортно. Всегда есть место, чтобы прийти и наблюдать за природой. На ужин мы отправились в один из наших любимых комплиментарных ресторанов на лайнере, называется Версалес. У нас их вообще 2, но 99% времени мы ходим именно в этот, потому что нам здесь больше нравится. Очень приятный персонал, хоть он и везде приятный, и шикарный вид из окон. Насчет меню из 2 ресторанов, оно абсолютно одинаковое. И также на лайнере есть еще 3 платных ресторана японской, итальянской и средиземноморской кухни. Понял? Да. О, да, это он. Ничего себе. Это морковный кейк? Да. Какой пафосный. Ай. Утро второго последнего дня в Антарктике, и мы сейчас проходим один из самых больших айсбергов за все время нашего круизинга здесь. Также у нас сегодня по плану Elephant Island, и мы идем на Drake Passage в Пуэрто-Мадрид. И что действительно удивительно, перед Elephant Island вода просто кишит китами. Все, что вы сейчас видите, это стаи fin whales. Еще вчера не было возможности показать лишний бар, который работает 24/7. Но и тут тоже всегда все стандартно. Вы можете видеть, что это чистый фастфуд. Иногда дают десерты и фруктики. Также, пользуясь хорошей погодой нашего второго дня в Антарктике, покажу бар на 13-м деке, на котором все собираются за коктейлями, и это единственное уличное место, чтобы покурить. Смотри, сколько пингвинчиков. Где? Нам безумно повезло с солнечной погодой, и мы смогли рассмотреть все ледники, многочисленное количество китов, которых мы увидели всего 4 вида, и пингвинов. Goodbye, Антарктика!
See you on экспедиция. Next stop, Falkland Islands.